Друзья, всем приветствие! Вы на канале BioStream, с вами Михаил. В данном видео речь пойдет про самую лучшую броню в игре Horizon Zero Dawn, а именно как получить броню ткач щита, в каком порядке во время прохождения сюжета, так как сам прошел без данной брони, но неоднократно читал в чатике, что тут есть такая броня, и собрал я всю информацию и решил поделиться ею с вами. Всем приятного просмотра и хорошего дня. Друзья, во время прохождения Horizon Zero Dawn вы будете путешествовать по миру, соответственно, и будете натыкаться на некие руины. Вот в одном из руин под названием Бункер, дальше я вам все покажу, будет находиться сама броня ткача. Но чтобы зайти в комнату и разблокировать саму броню, да, для получения, нам понадобятся топливные баки. Соответственно, в каком порядке и как получил их я, дальше я вам буду все показывать и рассказывать. Друзья, первый топливный бак у нас находится как раз таки вне руинах, а по сюжету. Либо в начале, либо уже по квесту Сердце Нора, когда вы будете отбивать свою, начальную локацию. Да, Сердце Нора — это квест, и у нас локация Великая Мать, по-моему, называется. То бишь, когда вы первый раз приходите к провидцам, либо уже непосредственно, когда отбиваетесь, да, там чуть ли не под самый конец. Также мне писали ребята, что можно там с гор как-то зайти в любой момент в данную локацию. Как только вы сюда приступите, ищите комнату. Сейчас я вам покажу, с такой красной дверью. И именно от этой красной двери вы уходите налево в какую-то вентиляционную трубу. Как вы видите. Это будет наш самый первый топливный бак, который можно получить прямо на ранней стадии. Но я, к сожалению, не знал данной информации и пришел сюда уже немножечко позднее. За вторым топливным элементом, друзья, мы направляемся в руины, что южнее бункера, где находится сам ткач щита, и восточнее от самой первой локации, где мы получали первый элемент, топливный элемент. По прибытию постарайтесь впрыгнуть в правую сторону, не в саму яму, а вправо на выступ, что в последующем можете действовать и бежать по траектории, как показано, собственно, на видео. Это у нас приведет ко второму топливному элементу. Я забыл вначале добавить, извиняюсь. Всего нам нужно их собрать 5 топливных элементов для доступа, чтобы разблокировать ткач щита. Так, друзья, третий топливный элемент у нас находится в пределе мастера. Туда вы направитесь по сюжету, и как только вы доберетесь до самой вышки, вы не пропустите. Да, вот за этим столом у вас будет сюжетная линия. Разворачивайтесь назад, либо можете уже прийти после, как это сделал я. Все тот же самый путь. Забирайтесь на самый верх. Это у нас получается уже третий топливный элемент. Друзья, четвертый топливный элемент нас приведет по сюжету в руины Клад Смерти. Чтобы вам не спойлерить, повырезал много сцен, но только как вы туда зайдете, у вас будут диалоги, вы попадаете в такую комнату с 3 замками. Одни замки находятся чуть выше, другие чуть ниже. Для разблокировки я вам приведу порядок действия, но чтобы разобраться самим, наводите на панель управления В либо М русская, и там все показано. Но третий замок тут будет с подсказкой. Но опять же, да, оговорюсь, вам выведу порядок действия, как активировать те самые замки. Что в последующем вам откроется дверь, и вы непосредственно пройдете в комнату и получите четвертый топливный элемент.
Ребят, пятый топливный элемент у нас придет по сюжету Гея Прайм, руины. Там, опять же, да, я уже пришел после сюжета, но как только вы сюда подниметесь, у вас будут диалоги, все вы это пройдете, либо уже после вернетесь, спускайтесь вот вправо, я сейчас вернусь, спускайтесь в шахту лифта, и вам нужно добраться именно до того уступа, как только надо совершить прыжок. Совершать прыжок вам не обязательно изначально, вы можете сделать как на видео, прыгнуть в левую сторону, и добраться до комнаты с последним пятым топливным элементом. А вот и последний топливный элемент. Теперь я смогу добраться до тех доспехов. После того, как собрали все 5 топливных элементов, возвращаемся в руины. Называется бункер. Тут нас ожидает два замка электронных. В один вставляется 2 топливных элемента, который приведет нас к доступу в следующую комнату. И во второй вставляем топливных элементов. Подходим к пустой ячейке, нажимаем кнопку. Активируем наш электронный замок с подсказками, в котором, к сожалению, я признаюсь, я не разобрался. Пришлось гуглить и вывести порядок действия. Вверх, право, вниз, слева, вверх. Начинается с левой руки, по левую руку. Один и второй замок. Первый замок нас приводит к тому, что мы попадаем в комнату с броней ткача и идем в следующую комнату, чтобы ослабить те самые зажимы, в которых находится броня. Следующий порядок у нас ключ получается все то же самое. Пустые ячейки, добавляем наши топливные элементы, активируется панель, сам замок, нажимаем вправо, влево, вверх, вправо, влево. После чего можем подойти уже к самой непосредственно броне, где она находится, на таком постаменте. Забираем ее. И не забывайте, открываем наш инвентарь, раздел сундуки. В сундуках также надо активировать и получить броню. В последующем заходим в нашу амуницию и одеваем броню. Ну и поехали тестировать, посмотрим, что из этого выйдет. Что, друзья, пошел я тестить броню. Я был приятно удивлен. На самом деле она излучает, как по описанию, силовое поле, что, скажем, нивелирует входящий у вас урон, и полоска ХП у вас теперь не красная, а покрыта такой синей как бы оболочкой. Как только эта синяя оболочка у нас кончается, начинает улетать ХП. Но опять же, броне данной, если у вас, опять же, щит слетел с синей полоской, требуется время для ее подзарядки. Заряжается, я заметил, она довольно-таки быстро. То есть те рыскари в начале меня не смогли совсем совершенно убить, то здесь я уже поставил уровень сложности. И как видите, когда у нее заканчивается заряд щита, да, то начинает излучать уже не синее поле вот вокруг Элой, а красным. Ну, указывает на то, что у вас заканчивается сам заряд. Поэтому как-то надо время для ее восстановления. Данной броней, я честно скажу, был удивлен. Прям на высоком уровне сложности или на максимальном пройти в ней было бы камильфо. Прям интересно. Ну, да, полезная. Не зря мне писали, не зря говорили в чате. Прям топовская броня. Я согласен. Но, опять же, друзья, я проходил в броне Банук, которая регенит ХП, и мне ее хватило на предпоследнем уровне сложности. Как-то так. Поэтому такую информацию вам собрал, предоставил, хотя она уже где-то и есть, но я изложил ее от себя. Возможно, она кому-то в будущем сгодится, пригодится. Если она была информация вам полезна, комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вам пожелаю крепкого здоровья и хорошего дня. Всем пока!